Добрый день, приветствую вас на канале Вязальная шкатулка. Сегодня хочу поделиться схемой красивого ажурного узора для вязания шали или бактуса крючком. Узор сетчатый, вязать его лучше из тонкой пряжи метражом 800 метров в 100 граммах. У меня есть небольшой моточек кауни. Я надеюсь, что его хватит на бактус или на какую-нибудь среднего размера шаль. Также можно вязать этим узором шаль из пряжи Alize Lana Gold 800. Посмотрите, как из-за того, что узор ажурный, он очень мягкий и хорошо тянется, что как раз необходимо для бактуса и шали, чтобы изделие было эластичное. Посмотрите, как выглядит полотно. Оно двухстороннее, с двух сторон одинаковое. Еще я вязала образец носочной пряжи Кати. Но мне показалось, что эта пряжа не подходит для этого рисунка и для бактуса, потому что она достаточно жесткая и совсем не тянется ни в какие стороны. В общем, эту пряжу отложу для других проектов. Вязала я крючком номер 2,5 по этой схеме. Схема несложная. Мне нравится, что она вяжется от угла. Таким образом вы можете легко рассчитать размер будущей шали, то есть провязав несколько рядов, 20-30 рядов, вы можете прикинуть, достаточно или вязать еще дальше. Этим очень удобна схема, которая вяжется от угла. Вязание начинается с цепочки из воздушных петель, и вот так вот первый ряд, второй, третий будем вязать поворотными рядами. Возьму моточек пряжи и набираю 5 воздушных петель крючком 2,5. 1, 2, 3, 4, 5. В первую петлю нужно связать столбик с накидом, 3 воздушные петли, столбик с накидом. Все вяжем в одну петлю и потом столбик с 2 накидами. Первый ряд готов. Во втором ряду нужно набрать 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И связать столбик с накидом в основание столбика с 2 накидами предыдущего ряда. Получится первая ячейка. 2 воздушные петли, столбик без накида под цепочку из 3 воздушных петель, 2 воздушные петли, и в последнюю воздушную петлю предыдущего ряда из этой наборной цепочки нужно связать столбик с накидом, 2 воздушные петли и столбик с 2 накидами. 1, 2, 3. Так, второй ряд готов. Приступаю к вязанию третьего ряда. Набираю 4 воздушные петли. И в этот столбик с 2 накидами предыдущего ряда в его вершину я вяжу столбик с накидом. 3 воздушные петли. Еще раз столбик с накидом. Все это в один столбик предыдущего ряда. Получилась еще одна ячейка. Вот она. Нахожу столбик с накидом, в него вяжу столбик без накида, столбик без накида предыдущего ряда вяжу столбик с накидом, 3 воздушные петли, столбик с накидом. В этот столбик с накидом предыдущего ряда вяжу столбик без накида. И нахожу цепочку из 6 воздушных петель предыдущего ряда, и примерно в 4-ю воздушную петлю нужно связать столбик с накидом, 3 воздушные петли, столбик с накидом, и в эту же петлю вяжу еще столбик с 2 накидами. Один, два, три. Вот первые 3 ряда готовы.
такой получается сетчатый узорчик из треугольников. 6 воздушных петель подъема. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Столбик с накидом. Вот сюда вяжем столбик с накидом. 2 воздушные петли. Столбик без накида под цепочку из 3 воздушных петель. 2 воздушные петли, столбик с накидом, столбик без накида предыдущего ряда, 2 воздушные петли, столбик без накида под цепочку из 3 воздушных петель, 2 воздушные петли, столбик с накидом, столбик без накида предыдущего ряда, 2 воздушные петли, столбик без накида под цепочку из 3 петель, 2 воздушные петли, и вот сюда в 3 воздушную петлю предыдущего ряда нужно связать столбик с накидом, 2 воздушные петли и столбик с 2 накидами. Вот так выглядит 4-й ряд. Ну, собственно, дальше повторяем 3-й, 4-й ряд, 3-й, 4-й по очереди. Единственное, расширяется, будет больше количество, нужно будет связать столбиков. Вот еще раз схемка. Если вы возьмете пряжу секционного крашения, то у вас будут вот такие красивые переходы в бактусе, ну, либо в шале. Вот, я надеюсь, вам понравился этот узорчик. Ставьте лайки, пишите комментарии, вязали ли вы таким узором, или может быть у вас есть какой-то более интересный узор для вязания крючком шали или бактуса. Вот. А я прощаюсь с вами, всего хорошего, пока-пока.